По башке себе стучи, блядь. Итак, Катана Зиро. Игра настолько хороша, что я решил с вами поделиться обзором на нее. А почему? Ну, во-первых, это уникальный платформер, в котором вы найдете что-нибудь свое. Вторая причина — отзывчивое управление. В-третьих... Ой, то есть хорошая музыка. Здравствуйте, я драчу на звуки. И в-четвертых... А потому? Алло. Чё с деньгами, я спрашиваю? Чё с деньгами? Чё? Алло. Алло, чё с деньгами? Чё с деньгами, я спрашиваю? Алло, Михаил Павлович, чё с деньгами? Чё? Алло. Я крайне рекомендую вам сыграть в нее самостоятельно, если вы этого еще не делали. В этом обзоре будет минимальное количество спойлеров, но когда таковые будут, я вас предупрежу. Играем мы за самурая, который кромсает всех с одного удара, отражает пули, кидается всякими приколами и просто чувствует себя хорошо. Но и сами мы имеем одну жизнь. Типичный платформер ближнего боя. Но с возможностью замедлять время. Я бы мог начать с того, что это игра от Devolver Digital, создателей Hotline Miami. И по сути, стилистика и логика у этих игр почти одинакова. Мораль думайте сами. Как и говорил ранее, вы можете бегать, прыгать, кувыркаться и вертеться и смеяться. и замедлять время. Да, скажу сразу, если вы казуальщик, то эта штукенция для вас. Но если же вы такой же крутой пацанчик, как и я, смело отрубаем эту ненужную кнопку и показываем свою скиллуху. Ну да. Ваша цель — убить всех людей в комнате. Кого-то пропустили? Хрен вы дальше пройдете. Я не буду говорить вам о том, что вы ограничены по времени, потому что... А потому? Каждые последующие уровни вас будут встречать новые противники. Поэтому игра не даст вам заскучать. Ну, и это все, что я могу сказать о геймплее. Вкратце о сюжете. Самурай ищет причины своих странных снов, параллельно приходя к психотерапевту за зданием и очередной дозой, которая помогает им забыть о своих кошмарах. Так, что у нас там следующее? Ладно, пошутили и хватит. На самом деле я не очень хочу много говорить о сюжете, ибо кто знает, тому не интересно, а кто не знает, рекомендую к прохождению. Но расскажу о нескольких персонажах. Ви. Он садист и неуравновешенный псих, готовый пожертвовать всем ради своих целей. Обожает приносить людям боль, и на этом устроена вся его деятельность. Конечно, такие персонажи являются почти клишированными, поэтому расскажу вам еще об одном человечке. Психиатр. Знатный мужчина будет помогать вам преодолевать ваши трудности, или же бомбить на ваше безалаберное отношение к нему и к делу, которое он вам поручает. Отчего тот начнет относиться к вам с таким же пренебрежением. Быстро коснусь темы ачивок. Ачивки в этой игре фармятся довольно просто, кроме вот этих двух. Поэтому упор на них делать я не буду. Есть куча гайдов, роликов на эту тему. Посмотрите сами, не маленькие уже. После прохождения игры у вас открывается новый пункт в меню. Тут очень много настроек, которые уже автоматы настроены под спидран. Из советов: настройте перекат на отдельную клавишу и спамьте ее почаще. Поздравляю! Теперь вы официально приняты в задротскую партию спидранеров Катана Зиро. Желаю вам хорошего рана. Ну похвалите еще игру. Ну как ей еще похвалить? Ну заебись игра. 10 из 10. Что можно еще сказать? Ну это слишком мало. Игра must have. Спасибо. Да на здоровье. Вот она. Игра года. Все это осталось позади. Больше ничего не предвещало опасности. Когда последний враг издал предсмертный хрип, вы наконец смогли почувствовать свободу. Это то самое чувство, когда все крупные шишки, стоявшие за Хроносом, были повержены. И вы теперь по достоинству можете почувствовать себя героем. Героем, освободившимся от своего прошлого. Героем, прошедшим войну из смеси жестокости и предательств. И, конечно же, героем, который вдоволь насладился временем, проведенным в этой игре. Все было кончено. Конечно, Хронос все еще давал о себе знать. И теперь вам хочется еще. Но следующая доза все еще за закрытой дверью 12 уровня. Только вот я совсем не о Хроносе.